Всем привет! Вы на канале Куратив, и в этом видеоуроке вы узнаете, как сделать динамику твердых тел в программе Cinema 4D, а также покажу, как работает в эмиттере. Начнем! Откроем Cinema 4D. Давайте для начала подготовим сцену для динамики. Поставим плоскость, увеличу ее размер. Добавим HDR, небо. Создадим для него материал. Поставлю галку только на свечение и добавлю карту HDR. Поставлю материал на небо. Чтобы так сильно не пикселило, в сцене проекта увеличу его разрешение. Теперь создам куб. Используя плагин Drop to Floor, куб поставим на плоскость. Добавлю освещение. Включу тень. Можно включить через вкладку Тень или Основные. Немного поверну освещение с помощью вращения. В настройках сцены включу тень. Немного уменьшу интенсивность тени. В сцене включу линии полигонов и уберу сетку редактора. В кубике поставлю фаску. Создам материал для кубика. В настройки рендера добавлю Ambient Occlusion. Приподниму куб и добавлю на него тег симуляцию твердого тела. А для плоскости поставлю тег взаимодействия. Он отличается от твердого тела тем, что на него не действует гравитация, но будет работать в просчете при взаимодействии с другими объектами. Увеличу кадры в проекте. Нажму на Play, и как видим, идет симуляция. Если во время проигрывания перемещать или вращать объект взаимодействия, как у нас это плоскость, то видим, что симуляция происходит в реальном времени. Перейду в настройки тега твердого тела. Нам нужна вкладка взаимодействия, и первая настройка – это упругость. Чем больше мы его ставим, тем сильнее прыгучесть данного объекта. Далее трение. Тут чем больше этот параметр, тем плотнее объект предлагается к поверхности и тем сложнее его сдвинуть. Обычно ставлю здесь больше 80. Видим, будто объект катается по льду.
Переходим в плоскость, и здесь тоже два параметра. Обычно эти параметры схожи с тегом твердых тел. Каждый раз, когда настраиваете параметр, вам нужно смотреть, с какими объектами вы работаете. Например, со снегом, с песком, со льдом и так далее. Далее давайте я создам сферу. Добавлю на него новый материал. И создам эмиттер. Увеличу масштаб его и поверну. Добавлю сферу и куб в эмиттер. Нажимаю на «Показать объект», чтобы из эмиттера вылетали эти объекты. Посмотрим. Теперь покажу, как работает вкладка «Сила» в теге твердого тела. Если увеличить затухание, то объект будет быстрее останавливаться. Если будет на нуле, как видим, вылетает с плоскости. Оставлю на 30. Давайте разнообразим сферы и кубы. Для этого скопирую их и добавлю новые материалы. Эти настройки показывают, как много объектов будут вылетать в проекте и при рендере. Это настройка, когда перестанет выходить объект с эмиттера. Далее скорость вылета объекта. И радиус вылета объектов. Создам куб, чтобы все объекты падали туда.
Удалю верхнюю часть куба, сделаю его прозрачным в сцене, нажму на рентген. Добавлю тег взаимодействия и поставлю те же настройки. Бывает, что объекты с эмиттера идут поверх объекта взаимодействия, как показано в сцене. Чтобы это исправить, нужно в теге во вкладке «Форма» поставить статичный каркас. Покажу, как сделать запекание динамики. Для этого переходим в настройки проекта, вкладка динамики и нажимаем на «Запечь». Теперь видим, что оно записалось в наш таймлайн. Спасибо, что уделили свое время на этот ролик. Ставьте лайки и обязательно подпишитесь, если не подписаны. Спасибо за донат Алекс Blackwings. Если тоже хотите поддержать канал, то задонатьте в Donatalers. Ссылка в описании. Всем пока и до новых встреч!